Здравствуйте, мои замечательные подписчики и гости канала Таро Гадание Инфо. Доброго всем времени суток. Хорошего настроения. Благодарю за то, что вы со мной, за поддержку канала, за комментарии, лайки и подписки. Спасибо. Благодарю также за то, что делитесь своим сокровенным, своими историями со мной. Спасибо, для меня это очень важно. Тема сегодняшнего расклада. Кто следит за вами? Причина этой слежки, да, сегодня мы попытаемся узнать, собственно, кто этот человек, может быть, там несколько человек выйдет, и истинные мотивы его, может это чем это обусловлено, может быть, нравитесь вы этому человеку, или наоборот, не очень нравитесь вы этому человеку, может, хотел бы быть в курсе вашей там личной жизни, социальной какой-то. Посмотрим. Сначала я делаю вашу сигнификацию. Если резонирует, значит, есть смысл смотреть до конца. Один вариант. Если вдруг узнаете сигнификацию вашу подругу, есть смысл посоветовать подруге посмотреть это видео. Итак, какая девочка пришла на расклад? Какая вы? Какая вы? Интересное сочетание. Показана женщина, которая может дарить любовь, нежность, ласку, заботу и очень в этом нуждается. Вы из тех женщин, которые ценят какие-то мелкие даже проявления внимания, допустим. Это не обязательно касается ваших там мужчин, это касается даже ваших знакомых, подруг, может, коллег по работе. Если кто-то в отношении вас проявил какую-то там, я же говорю, даже в мелочах, какую-то заботу, внимание, поддержку, вы это будете помнить долгие годы. И будете стараться отплатить той же монетой. Может быть, даже в 10 раз больше будете отдавать это при надобности, при необходимости или просто так. В общем, добро вы помните. Опять-таки, мне почему-то показывает человек такой какой-то ранимый. Где-то даже вот это выражение, да, юношеский максимализм, не обязательно так это проявляется. Но где-то, мне кажется, у вас какие-то идеалы еще. Идеалы, может быть, в любви, в дружбе. Вот это вот все еще как будто оно сформировано еще в те юношеские годы, и оно как-то, может быть, оно и где-то видоизменялось на протяжении жизни, но не особо, девочки. Мне кажется, где-то вы верите еще в романтику, где-то вот вам бы хотелось испытать вот такие, может, вновь, заново, или в идеале вам хотелось бы испытать какие-то такие чувства, эмоции, те, которые были вот когда там в 15-16 лет, когда оно еще такое чистое все, когда еще нет там сравнения с вашими теми отношениями, которые там в последующем будут, были. Тут вот как будто бы вот хотелось бы вот какого-то такого, не обязательно это идеально, это просто искренности. Вам бы хотелось каких-то искренних отношений, в которых бы вы могли расслабиться, в которых по хорошему смыслу, в хорошем смысле расслабиться, где не думали бы о какой-то двусмысленности, где бы не старались уже подстелить соломки, где бы в голове не держали там вопросы, которые нужно задать, там, а может, мужчина не свободен, а может, не до конца разведен, а может, там еще какие-то нюансы, где как бы вы не ожидаете подвоха. Вот тут почему-то мне так сразу показали запрос на это. Причем тут женщина, которая вот в вашей характеристике для вас в идеале, это какой-то переходить на новый уровень, повышать квалификацию, к чему-то стремиться, может, да, уровень жизни элементарно повышать, образование какое-то, может, новое получить, как минимум информацию набирать, трансформировать, и это все переводить опять-таки в какое-то более высокое качество жизни. Тут такой запрос есть, вот эта карта об этом, она где-то сродни как высший суд, да, там, где идет анализ всей нашей, какого-то жизни, отрезка нашей жизни, и в зависимости от этого мы
проходим какие-то уроки и переходим на более высокий какой-то уровень. Или же не переходим, или же не проходим. Ну, вот тут такое. И у вас как будто бы вот запрос есть тоже на это, на переход на новый уровень. Опять-таки по карте мораль вас могу прочесть как женщину добрую, отзывчивую, человек, который светлый сам по себе несет это добро, свет в массы, в люди, да. При этом это вообще не противоречит, но тут манкость по Луне. Луна — это покровитель женщин. Магнетизм какой-то. Может быть, в вашей жизни какие-то были моменты, связанные прям с мистикой, да по-другому не объяснишь как-то и не придумаешь никакого вообще другое иное объяснение. На вас характеристика сексуальная, привлекательная. Для людей, в принципе, при том, что вы где-то как вот открытая книга, с одной стороны, да, ну, не любите сами никаких закулисных игр, и сами стараетесь тоже нормально вести, может, деловые отношения, в дружбе как-то, ну, то есть без подлости, предательства, без каких-то там корыстных мотивов, без каких-то там подводных течений. Вот ладони открыты, это женщина, которая по большому счету в основном, я думаю, то, что думает, то и говорит. Ну, понятно, если это не ранит там собеседника. А тут вот эта карта по Луне, это ваша характеристика, это говорит о глубине вашей, о том, что, может быть, даже люди, общаясь с вами, вот первые считывают вас как добрый такой, какой-то нежный, ранимый человечек. А в дальнейшем, общаясь, они понимают, что это только верхушка айсберга, но тут нет плохого чего-то. Я так не могу считать. Просто тут у вас какие-то грани личности. Может, увлечение эзотерикой. Может, какой-то философский склад ума. Вообще мышление какое-то такое. То есть необычно. С вами чем больше общаешься, тем больше понимаешь, что нифига вы... Допустим, я с вами общаюсь, я в один момент понимаю, ой, я про нее вообще почти ничего не знаю. То есть она не скрывает ничего, но в то же время постоянно какие-то новые нюансы. Ну, личность многогранная, интересная, как будто бы чем больше общаешься, тем интереснее. Манкость, сексуальность, привлекательность. Это вообще даже не сколь о внешности, об энергетике, об умении где-то, даже не особо стараясь обаять, мужчин привлекать. Заинтересованный взгляд по-любому вы ловите мужской. Так, что еще по Луне? Ну, не хочу сюда, конечно, у кого-то зависимости могут тоже иногда такая характеристика может проходить. Ну, да. У кого-то шопоголизм, у кого еще что-нибудь, у кого любовь входить в какие-то созависимые отношения. Ну, давайте. Опять карта. Да что ж такое? Она мне второй или третий раз переворачивается. Униженность. Ну, то есть, девочки, ну, не зря наш мне выскакивают. Может быть, именно на Луну, на зависимость мне подсказывают, что женщина может сама из-за своей доброты, из-за своего такого вот какого-то восприятия мира, там, где, понятно, вы надеетесь, вы искренне надеетесь и верите, что все люди там к вам расположены и несут свет и добро вам. В иллюзиях каких-то иногда заблуждаетесь очень сильно не в женской, что-то не в женской хотела сказать, в людской натуре. Люди разные бывают. А тут вот как будто бы вы сами можете своим поведением, своим каким-то доверчивыми какими-то проявлениями такими. Может, подпускаете к себе близко тех людей, которых нужно вообще на вытянутую ручку, и лучше вообще не подпускать. Вот подпускаете их, впускаете в свою жизнь. Вот такой, может быть, потом эти люди оборачиваются, и вам как нож помеж лопаток могут пытаться оставить. Унижение. Это как предательство, обесценивание всего того хорошего, что вы даете людям. И где-то люди привыкают, может быть, воспринимают уже как должное. И вместо того, чтобы слова благодарности, какого-то поведения, соответственно, там, вы не просите звезд с неба, вы просите элементарно быть адекватными, да, и добро такое же возвращать. Вы же не хотите зло в ответ получить. А люди тут как будто бы берут и, ну, может быть, пользуются вовсю вашей добротой, да, потому что говорят, мало даешь еще, в принципе.
Никто зовут тебя никак. Я в тебе не был заинтересован. Что ты сильно придумывала? То, что ты хотела со мной строить отношения или пыталась, так это твоя проблема. Я тебя не просил ни о чем. Или не просила, да. Как будто бы, я же говорю, какое-то как обесценивание чуть-чуть идет. Самообесценивание даже, девочки. Оно мне выскочило, я должна это озвучить. Не очень получается хорошо разбираетесь в людях или все-таки даете им шансы там, где не нужно давать. Скорее всего, второе. Может, и разбираетесь, но все-таки верите, надеетесь. Так, новости, что токсичное, это о чем? Это как будто бы то ли вы получили новости какие-то. Боже мой, опять эти мужчины. Тут новости, смотрите. Как будто бы по поводу новостей. Вы, не знаю, ждете, не ждете. Но даже если вы ждете, то вы тут не просто так ожидаете, там, как кисейная барышня, там, на каких-то подушечках возлежите, там, не знаю, там, все в ожидании, что прискачет какой-то мужчина, принц, и вашу жизнь он изменит в лучшую сторону. Нет, тут как будто бы ухо востро у вас. Более того, уже 1000 раз проанализируйте эту информацию новую и, сломя голову никуда не будете там ломиться для того, чтобы реализовывать какие-то с этим мужчиной, ну, не знаю, то ли эротические фантазии, то ли в принципе как-то с ним что-то иметь. Тут как будто бы по карте глаз я буду это читать так, что вы... Ну, тут уже женщина, знаете, такая мудрая, уже она, даже если какая-то будет провокация в этих новостях, да, может, мужчина как-то через знакомых будет какую-то информацию вам пытаться подсунуть, навязать для того, чтобы, дабы спровоцировать вас на какие-то действия, то вы не-не-не-не-не, меня не обманешь, не на ту напал уже, все, учителя были хорошие. И тут по карте воительница вас показывают женщины, в первую очередь, это уже интеллект. Это женщина, которая умеет свои эмоции держать под контролем. И меч у нее тут в руках. То есть при желании отсечет все то, что ей не нужно. Рамки, границы, уважение к себе. Тут уже женщина проработана. И как будто бы подсознательно. Ну и тут карта же мужчина. То есть новости о ком. И карта глаз и мужчина. То есть новости о каком-то мужчине. Вы как будто бы не то чтобы ждете, но готовы их принять. При этом карта яд, токсичность. Это история о том, что как будто бы где-то вы уже догадываетесь, что особо хороших новостей в связи с этим мужчиной вам ждать для вас они не несут, не сулят ничего хорошего. Вот смотрите, какие карты. Я говорю, не сулят, не несут ничего хорошего. Карта бесплодия, то есть надеяться даже как будто бы на хороший исход отношений, на какие-то перспективы. Но не буду так прям всех под одну гребенку. Но почему-то мне так идет, как будто бесплодно ждать чего-то. И карта дьявола ложится. То есть хочешь поиграться, хочешь, может быть, будет какая-то там африканские страсти, может, будет качели эмоциональные, там какие-то созависимые отношения. Но это будет явно не тихая гавань и не безмятежное счастье, скажем так. То есть чего-то вы даже опасаетесь, можно так сказать, но при этом думаете, надеетесь, что вы уже сможете дать отпор или адекватно отреагировать на эти какие-то новости. Ну, другими словами, такое у меня ощущение, как будто бы девочка, которая смотрит расклад, уже где-то выстроила эту линию защиты, да, где-то пытается себя обезопасить, по крайней мере, ментально, по крайней мере, прорабатывайте. Может быть, увлечение психологией, можете же расклады Таро. Где-то вы как будто бы вокруг себя выстраиваете эту зону буферную, да, если можно так сказать. Для чего? Для того, чтобы не подпускать больше людей, которые вам несут вот это вот по карте этот яд, разрушение, боль. Ну, как-то так. Не хотите стать жертвой. Жертвой чего? Карта всадник. Это часто проигрывается мужчина, который прискакал весь такой прям типа страстный, романтично настроенный, и по факту удовлетворил свои потребности и ускакал дальше. Ничего плохого в этом нет. Ну, все мы взрослые, все мы понимаем, если вас это устраивает, такие форматы, если вам не нужно, чтобы он там дольше задерживался, то ради бога, лишь бы обои удовольствие получили. Но если женщина тут настроена на серьезный формат отношений, на любовь,
на то, чтобы с этим мужчиной создать какие-то прочные отношения, где не будет третьих факторов, каких-то там третьих лиц, понятно. Так, измены, вот это все какие-то двойные стандарты. Если для вас очень важно вот эти открытые ладони, добро, свет, вот какие-то нежные чувства, где вы уверены в партнере, в первую очередь, потому что вы сами готовы давать это ему уверенность. И он с удовольствием берет от вас эту уверенность в завтрашнем дне с вашей стороны. Он как будто бы он в отношении вас, мужчина, может быть уверен. То тут тоже стоит задуматься, да, вот как будто бы, ну, вы, наверное, уже это все проанализировали, и прекрасно понимаете, чего вы хотите. И уж точно, еще более точно вы понимаете, чего вы не хотите, какие форматы вы не хотите развивать, в чем вы не хотите участвовать. Так, давайте смотрим, да, кто же за вами следит. И, собственно, почему, причина этой слежки, чему от вас нужно, может быть. Ну, что это за человек, тут, который за вами следит? И причина этой слежки, что надо? Что надо? Ты скажи, ты скажи. А может, это какая-то соседка ваша там следит? Не знаю. Зачем за вами следить? Люди разные бывают. Так, на прямых. Прежде чем начать непосредственно расклад, хотела поговорить с вами. 5 дней назад я сделала замечательное видео-расклад на тему «Что тебя ждет? Перемены на пороге. Чего ждать? Что случится?» Это видео, оно своего рода предупреждение для того, чтобы вы были готовы к тому, что в вашей жизни может случиться, чего вам нужно опасаться, как себя обезопасить. К сожалению, это видео набрало очень мало просмотров. Ну, делаю акцент, если будет у вас возможность, посмотрите. Оно может быть интересным и очень полезным для вас. Еще хотела попросить вас, пожалуйста, подпишитесь на канал и поставьте лайк. Для меня это очень важно. Надеюсь, я заслуживаю на это маленькое проявление вашей благодарности. Спасибо. Спасибо за то, что вы со мной. Кто за вами следит? Да, что ж ты будешь делать? Так, не так, так, не так. Кто за вами следит? И причина этой слежки. Что надо? Что надо мной? Кто за вами следит? И причина слежки за вами. Кто этот человек, который за вами следит? И причина слежки. Ага. Кто за вами следит? Причина слежки. Кто за вами следит? Что это за человек такой? Какой он этот человек? И причина слежки. Так. Кто за вами следит? Интересно. Поздравляю. Какой-то ваш кармический партнер. Не обязательно мужчина, кстати. Все-таки очень похоже на мужчину. Интересно. Так. Наверное, на классике. На классике посмотрю, мужчина это или женщина. Дьявол. Сразу все стало ясно. Мужчина или женщина. Мужчина или женщина за вами следит. Мужчина. Король жезлов. Ну, знаете, такая характеристика. Король жезлов. Сам по себе мужчина яркий, очень харизматичный, сексуально привлекательный. Мужчина, для которого очень важна реализация в социуме, постоянно где-то что-то доказывать. Еще такой немаловажный аспект, очень важный
Он горит, постоянно новые какие-то проекты, очень важен этот движ какой-то, общение с новыми людьми, наполняться этой энергией. Он и отдает эту энергию, но может так вдохновлять людей, как быть идейным вдохновителем, вести за собой, да. Ну, такой человек тоже может быстро перегорать, да, допустим, он какой-то новый проект сотворил, вытворил, может быть, даже довел до ума, но потом он, может быть, передает как бразды правления кому-то там, управляющим, уже не знаю, может новым загораться. И это, к сожалению, очень часто в отношении женщин. То есть может влюбляться, может быть, флиртовать вовсю. Тут даже как будто бы для мужчин это важно, это постоянная подпитка, чтобы глазки блестели у женщин, он видел эту ответную реакцию на себя. Может, дальше он не рассматривать некие варианты. Он может быть, кстати, семейный, потому что тут иерофант. Но в семье вполне возможно карта тут как замороженное сердце, холодное сердце уже. Ну, скажем так, может брак, союз этот существовать, но показано, что он как будто бы там каких-то уже нежных чувств нет. С его стороны, по крайней мере, любви. Как сердце заморожено уже. Опять-таки, я повторюсь, это такой типаж, которому очень важно. Тут карта вот сад, это социум, карта эрос, эгоизм. Где-то, по большому счету, ему все равно, насколько там женщины, их эмоции, скажем так. Ему важно в каком плане? Что будет после него? Вот это ему пофиг где-то, если можно так сказать. В моменте по карте эгоизм готов влюбляться. В моменте, знаете, как живет одним днем, вот такой какой-то. Вот живем на полную. Где-то очень важно по карте звезда тут, чтобы даже в социуме люди, окружение, коллеги по работе вот считали его каким-то необычным. Упаси Господи его, чтобы там посчитали серой мышкой. Ему важно всегда быть заметным, ярким. Вот у человека какое-то видение себя как, в общем, я не среднестатистический. Это может касаться карьеры, реализации. Это может его как харизмы какой-то такой, вот, может как мужчина, он себя оценивает, что вот, я звезда, все остальные на моем фоне там проигрывают. По карте Эрос не буду прям тут говорить, что он там прям ведет такую прям какую-то яркую сексуальную жизнь вне семьи, но как минимум, повторюсь, ему очень важно создавать вот это вот какой-то ореол вокруг себя, видение такое вот, что у него там, ну, мачо, супермен, тут женщины в штабеля укладываются. По большому счету, это вот, эта идея, она, это какой-то вот, это его образ, он правда срабатывает, его такими видят, и женщины отчасти тоже клюют на это. Тут еще как двойная выгода, понимаете, вот если мужчина так себя ведет, проявляет, он как лакомый кусочек для очень многих. И тут в том, несмотря на то, что может быть женат, тут еще такой подтекст, благодаря вот этому всему, где-то как он где-то тумана добавит, где-то пыль в глаза пустит, где-то промолчит многозначительно, где-то как-то улыбнется, пофлиртует, и это может он все как-то так обыграть. Ну, тут прежде всего идет его эгоизм. Отчасти еще эгоизм. Почему? Потому что тут стабильность, туз пентаклей. На первом месте у мужчины он, его материальное благосостояние, и отнюдь не сексуальные тут какие-то похождения. А это как бонус, это как где-то, может быть, для самоутверждения, где-то для того, чтобы... Даже тут такая какая-то... У него тактика, если можно сказать. Он показывает, насколько он успешный, насколько там по нему все страдают, насколько он там офигительный, самый лучший. То есть тут не особо скромный мужчина, мягко говоря. И это подогревает интерес к нему. Благодаря этому женщины сами к нему проявляются. Я не удивлюсь, если они там сами ему написывают там смс-ки и недвусмысленные фото и все, что хочешь. И сами могут ему предлагать себя во всех смыслах. Тут как будто бы у мужчины еще отпадает функция такая у него автоматически. Ему не приходится вкладываться в отношения, если можно так сказать. Это даже не отношения, это как на уровне флирта, да, ему не приходится этих женщин по большому счету там
скажем, вообще никаких усилий ему не приходится прикладывать для того, чтобы влюбить в себя. Они сами как вот мухи на мед, если можно так сказать. Ну, по дьяволу, какой мужчина еще? Дьявол тут, ну, зависимости могут быть у него разного рода. Но самая большая зависимость, кстати, мужчина может быть жадноват, но тут даже не в это. В себя он любимого вкладывает. Для него очень важно по девятке пентаклей вот это вот показать свою, может быть, даже на данном этапе не особо будет у него с материалкой все в порядке. Там даже в кредит будет куплено жилье какое-то, но это будет в каком-то элитном районе. Если даже он там, нам марка машины, там, допустим, он реально сейчас может себе позволить там, ну, средний какой-то уровень, да, средний класс, то он выберет самую дорогущую какую-то, и пускай он там в долг влезет, какие-то там, может быть, я не знаю, долги, там еще где-то займет, но это будет вот так вот. Это, ну, где-то понты тоже, можно так прочитать. Но в перспективе он четко уверен, он понимает, что он достигнет успеха, и он понимает, что это как будто бы даже он, вкладывая в это вот свой какой-то имидж, он понимает, что это играет ему в будущем на руку. То есть тут стопроцентное у человека понимание того, что вот по одежке встречают, как будто бы его, может быть, даже как-то клиентов он так может привлекать, может быть, инвесторов. Ну, для чего-то это ему это нужно. По звезде, ну, кстати, талантливый, очень харизматичный. То 100% умеет находить подход к людям. Ну, где-то даже это талант его в этом. Вот, знать, как к кому обратиться за помощью, поддержкой. Даже вплоть до того, что так люди могут ему сами приходить и предлагать свои услуги. Почему-то так вот может быть. Он, правда, может быть для многих удобен, выгоден, да, но в первую очередь этот человек свои блюдет интересы. Тут совершенно не этот, не благотворительный какой-то. Тут он не спонсор, тут абсолютно нет. Человек остается при своем, при своей выгоде, при своих интересах. Не потеряет никогда. Так, почему-то так, смотрим, этот человек, какую карма буду в прошлом. В прошлом человек как будто бы, ну, если это по иерофанту, тут может быть не свободен, да, и сердце заморожено. Знаете, это вот как мне отыгрывается. В прошлом он сознательно мог даже то ли связать свою жизнь, да, если мы смотрим, это брак, если человек не свободен с какой-то женщиной. Не знаю, насколько там была любовь, но мне как будто бы человек мог, ну, мог, как будто ему удобно, выгодно был этот союз, может быть. И теперь как по карме, как будто бы какие вопросы, если у него сердце это заморожено, он ничего там как будто бы не чувствует, не испытывает. Может, отчасти где-то добирает вот этих вот ярких впечатлений, сексуальных переживаний каких-то на стороне. От чего? Потому что, может быть, тут этого не хватает. Но это по карте карма как будто логически. Что посеешь, что пожнешь, да, ты хотел выбор, ты это выбрал, ну все, теперь находись в этом. Так, ненависть, шут, юмор, лабиринт разума. Странные какие-то такие карты. Тут вообще офигеть, девочки, тут какая-то ненависть. Я спросила, о чем это? Он вообще, ненависть, я не могу это слово, даже оно мне как-то претит это говорить, но, мягко говоря, ну да, где-то ненавидит, если он связан узами брака с какой-то женщиной, он ее ненавидит. Он как будто бы вообще как окольцованный, знаете, ему претит само понятие брак, союз. Это для него как какое-то, не то что наказание, а как будто бы акулу, как тюрьма какая-то, как какую-то, ну то есть слишком свободолюбивый. Может быть, уже в моменте, когда женился, может, создал эту семью, потом уже как будто дошло до него, что я вообще не для брака, я не создан для этого. Ну, как будто бы институт брака вообще ненавидит. Ну, вот тут по полной расхлебывает, как будто бы человек. Ну, меня так показывают, потому что я должна была уточнить эту карту, о чем это ненависть. Но при этом карта шут новая. При этом так странно,
карта шут, это как будто бы, ну так иди в новое, разрывай брак какой-то там, твой союз, который в твоем понимании, ты это все ненавидишь, тебе плохо, вот это вот замороженное хрустальное это сердце. Ну все, проходишь этот урок, как будто бы, ну, сделай выбор. И карта шут это новая, а новая нет. По карте коса нет, почему-то не получается идти. Опять-таки какое-то разбитое сердце, разбитые мечты, иллюзии, какой-то вот такой урожай он собрал. И, ну, может быть, ему даже где-то выгодно, вторичные выгоды находиться в том союзе, в котором он находится. Может быть, попытался с кем-то, но тоже не получилось, да, что-то такое. Но он старается, как будто бы, характеристика на человека, кстати, может быть, чувство юмора такое неплохое или своеобразное. Почему-то они мне так подсвечивают. Или он старается, знаете, как-то даже на эту ситуацию, которая у него там в семье, в личной жизни. Тут больше мне так похоже, что мужчина в карьере у него все более-менее. Он какой-то очень способный, талантливый. А вот в личной жизни тут какие-то парадоксы, запутался. Это может из чувства страха не хочет идти. Потому что тут как-то с юмором человек относится даже к самой постановке вопроса. Лабиринты разума. Объективно ответ на поверхности. Если бы он хотел, он бы решал бы. Это можно все решить. Но почему-то он тут даже как отшучивается, отнекивается. Может быть, даже если на стороне там какая-то женщина, может быть, и была, или есть, которая его любит, готова его принять для того, чтобы создать с ним какие-то отношения. Он может как-то отшучиваться, отнекиваться, по лабиринту разума создавать такую иллюзию. Это настолько все тяжело, настолько все это не так все просто, не все так однозначно. На самом деле человек материалка держит по ту за земле, он 1000 раз все проверит, перепроверит и выберет себя, девочки, эгоизм. Он делает так, как выгодно и удобно ему. Вот как-то так. Такой человечек. Давайте посмотрим. Вот этот человек за вами наблюдает. Этот мужчина за вами наблюдает. Так, вышел у нас там рыцарем. Я эту карту уже убрала. Ну, такой мужчина, это как герой-любовник, очень часто проигрывается. Огненный, страстный. В принципе, с таким мужчиной, как правило, дом, семью, стабильность какую-то. Ну, стрёмно такое планировать. Хотя некоторые карты, в некоторых картах, колодах, иногда жезловых королей характеристика идет как очень хороших, заботливых отцов. Отцы хорошие. Почему нет? Может быть, да, он такой, может быть, очень легкий на подъем, интересно, может как-то досуг организовать для деток. Опять-таки, но это не домашний мужчина. Ну, каждому свое, да. Может быть, если женщина занята там тоже какой-то карьерой, у нее движ, какое-то общение с подругами, она тоже редко бывает дома. Может быть, они настолько редко будут пересекаться, что не будут друг для друга в радость. Это же такое, это же дело вкуса и дело выбора. Так, почему он за вами наблюдает? Вот этот товарищ, он за вами наблюдает. Ух ты, ё-моё, а что это такое? По этим картам показано, как подвис, завис. Зависимость. Тут зависимость. Тут эта карта сродни. Тут якори, как этот. Боже мой, быстро хотела сказать. Сейчас, девочки, я аналогию хочу вспомнить, как эта карта читается. Боже мой, тут зависимость вышла из другой колоды у меня. Повешенный, вот, извините. Что-то сегодня я... Ух ты, ё-моё, какие карты тут. Так, смотрите, просто подчеркнула, что тут зависимость с одной карты, с другой карты. Но это уже говорит о том, что человек где-то на вас подвис, завис. Ситуация с вами ему вообще не ясна, непонятна, нестандартна. Она для него какая-то нехарактерная, выбивается. Может быть, ваша личность для него туманно, неопределенно. Может, хотел бы понять, разобраться, что вы там испытываете, какие ваши эмоции, чем вы мотивировались вообще, какие ваши поступки. Тут что-то такое. Вообще, вашей личности много вопросов. Просто много вопросов. Опять-таки, почему он за вами наблюдает?
Зависимость, зависимые отношения, подвис по карте. Тут вот это еще раз повешенный. Где-то человек до конца не готов вообще отпустить эту ситуацию. Карта жадины, игра. Может быть, тоже такая ситуация проиграться. Он мог как-то пытаться манипулировать. Сейчас я объясню. Выстраивать какие-то там свои многоходовочки. Но у меня такое ощущение, как будто бы человек сам и стал жертвой этих многоходовочек. О чем я заигрался где-то, может быть. Тут даже, может быть, подвлюбился где-то. Но тут даже не сколько подвлюбился, тут как будто бы он встретил какого-то такого достойного соперника, потому что тут карта игра, как шахматная игра. Мужчина мог к вам то ли проявляться, давать какие-то надежды, как эмоции даже давать. Потом мог, знаете, это как у пикаперов, манипуляторов этих, жарко, холодно, то мог пропадать с радаров, где-то там жить своей жизнью, вплоть до того, что еще каких-то женщин там у него могли быть, да, и он даже мог афишировать это и не скрывать как минимум. Как будто бы сознательно человек мог вам не додавать. Тут и внимание, любви, заботы, мог материально не вкладываться, потому что карта жадины. Но вот это вот все мне говорит о том, что он как сам и попал в собственные силки где-то. Знаете, когда мы прикладываем столько усилий для того, чтобы на кого-то произвести впечатление, против кого-то вести эту игру, вот кого-то привязать к себе. Мы же тоже об этом человеке постоянно думаем. То есть он хочешь, не хочешь, он как будто бы тут подзалип. Может быть, даже почему он так за вами следит сейчас. Может быть, вы сейчас не даете ему никаких там, никакой информации о себе не даете, никак не просачивается никуда. Ему интересно, вот нехватка вас, нехватка информации о вас. Опять-таки, надежда и зависимость и идол. Сейчас я буду спрашивать. Ключ, идол. Тут, скорее всего, мужчина где-то в мечтах о вас, где-то вас идеализировал. Знаете, не создать себе кумира. Тут, может быть, он как-то пытался с вами, ну, я даже не буду говорить, что это отношения, но как-то выстраивать коммуникацию, как-то вот тут с вами так вот выстраивать это все, так как с остальными женщинами, так как прокатывала с остальными. Карта ключ. То есть, по идее, старался как-то ключики подобрать. При этом его было желание у вас это вызвать зависимость, чтобы вы за ним бежали, чтобы вы как будто бы в нем нуждались. Потому что тут, видите, на этой картине мужчина идет такой вот, на этих каких-то костылях, ходун, не знаю, как это правильно сказать, такие как на деревянные ноги длинные такие, и за ним над пропастью идет эта женщина, этот силуэт. Он сам по себе свалится, он сам по себе какой-то стрёмный. Еще и женщина такую же выбрала дорогу, зависимость. Вот как будто бы хотелось вот ему вот эту вот больную в вас зависимость вызвать. Мне так идет. Но тут он столкнулся, по-моему, с тем, что, может быть, он пытался, как ваше ледяное сердечко, где-то он прикладывал усилия растопить для того, чтобы этот ключик подобрать. А тут, мне кажется, вы дали какую-то ему такую интересную реакцию, как отзеркалили его. В каком плане? Может быть, он где-то там заигрался, как-то не очень красиво себя повел. И он в очередной раз подумал, что ну, все, ничего страшного, время пройдет, и она там простит, и она оттает или еще что-то. А тут как будто бы нет, вы могли к нему пятой точкой развернуться или могли тоже показать себя с какой-то такой стороны. И он как офигел чуть-чуть. Ну, то есть в прямом смысле, как отзеркаливание произошло. Это где-то тоже могло его как будто бы сбить с толку. Нестандартно для него, по крайней мере, это все и ваше проявление. Так же. Ух ты, ё-моё. Знаете, вот эта карта, тут карта жаба, это магическая, и тут карта соль, это тоже магическая, как из магической колоды у меня выскочила, и вот эта карта кладбище тоже. Ох, не знаю, то ли тут может, я не думаю, что на вас, прям на вашу пару какое-то шло магическое воздействие, хотя у кого-то такое может быть. Почему я так говорю? Потому что я тут доложила. Тут карта гроб, карта ведьма и карта крест. Знаете, тут у кого-то действительно идет
огромное нежелание третьих лиц для того, чтобы ваша пара существовала как таковая. У кого-то тут прям было воздействие, я вам хочу сказать, на женщину, ну то есть на вас. Одна из причин — ваша привлекательность во внешности, ваша сексуальность, ваша, может быть, вот как магическое воздействие, хоть мы вряд ли вы это магией пытались его там привязать, но магнетизм у вас какой-то. Вот именно на этого мужчину это еще в большей степени, чем на других, как сработало. Может, вот эти манипуляции ближе дальше, там, где вы друг к другу отдалялись, приближались, может быть, вот как будто бы это все. И вполне возможно, какая-то женщина, особенно если он не свободен, могла считать это по нему, да, что мужчина уходит, мужчина увлекся другой женщиной, у него в голове другая иная женщина. Тут как воздействие могло быть на вашу красоту, для того, чтобы, ну, стали менее привлекательны для него. Как это, подурнели, может быть, болезнь какая-то, вот такое, какое, ну, может быть, как резко постарела, вот такое что-то тут может быть, проигрывается. Но по этим картам у меня показано, тут прикладывалось не один раз, это прикладывалось, это карта кладбища, вполне возможно, какие-то даже ритуалы на кладбище проводились. Но я не люблю эту тему, тут прям все подряд так вышло, поэтому я не могу это не озвучить. Мне так идет, что у вас, вы сами по себе очень сильно противостояли этому. Может быть, на время там и были какие-то заболевания, может быть, на внешности, на время это отразилось. А потом, как карта соль, как будто бы вы нейтрализуете весь этот негатив. У вас это получается, как, не знаю, как механизм самоочистки, да, где-то, как будто этот негатив как уходит от вас. Он все равно, вот, ну, правда, как очищаетесь от этого. Где-то карта ведьма, я это все-таки на вас хочу считать, карта гроб, ведьма, крест. Может быть, даже эти люди там достигли чего-то, в том плане, что не хотели они, чтобы вы вместе были. Тут карта крест, себя как будто бы вы где-то защитили, но сердечко вполне возможно вам разбили. Это какая-то ситуация с ним. Она вот как карта креста, тут склоненная фигура возле могилы. Это о чем? Я надеюсь, все фигуранты живы, более-менее здоровы, да? Но тут как будто бы такое какое-то, может, негативное это воздействие, энергетическое. Может, человек сам по себе, он довольно-таки эгоистичен, или как будто бы не особо искренен был в отношениях. То как будто бы уже столько всего наворотили, столько всего было неправильного, если можно так сказать, сделано в этих взаимоотношениях. Все, что остается, это просто наблюдать. У нас же тема о раскладах, кто за вами наблюдает и почему. Как будто бы у человека идет ощущение того, что ну а как, если уже сколько всего там, и шансы были это все исправить, но они не брались, эти шансы, или как-то исковеркались. Если уже столько приложено было не позитива, а негатива какого-то в этой истории, то все, что остается, это только сожалеть о том, как это все как-то неумело, эти шансы профукались, как будто бы любовь упущена, шансы упущены, возможности какие-то упущены. Вот наблюдает человек просто потому, что ничего, он понимает, что как будто больше ничего иного, как просто наблюдать, следить, он не может предложить. Он не понимает, что он может сделать. Вот все, что он может, это наблюдать. А он реально может что-то другое, как бы предложить, или реально, да, может проявиться как-то. Вот третий фактор. Сохраняется еще третий фактор. Влияние третьих лиц, или он действительно не свободен, или очень много людей, которые заинтересованы, или с вашей стороны, или с его, чтобы вот какой-то формат отношений идеальный для вас, он не случился, девочки. Тут прям вот эти третьи лица, они прям вопят, кричат. Все. Кому было интересно, полезно, ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо огромное за то, что вы со мной. До новых встреч.